Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Классический маникюр – это как основа, база, которую должен знать и отлично уметь выполнять каждый мастер. Но, несмотря на то, что это один из самых популярных видов маникюра, допускается большое количество ошибок. Результат – ранения, заусенцы буквально на второй, на третий день после маникюра, по итогу разочарование. В этом видео поговорим, как избежать ошибок при выполнении классического маникюра. Будет интересно, смотрите ролик до конца. Поехали! Для выполнения процедуры нам потребуется маникюрная ванночка, пушер, инструмент для приподнятия кутикулы и вычищения птериги, кусачки или ножницы. И первая ошибка будет связана именно с выбором инструмента. Инструмент – это основное, что позволяет нам сделать чистый маникюр, и к его выбору мы должны подойти внимательно, осознанно. Ведь мы не приобретаем с вами что-либо, закрыв глаза. Например, автомобиль. Мы изучаем все характеристики, они есть и у наших инструментов. Например, у кусачек, качество стали, форма ручек, длина режущего полотна, наличие или отсутствие пятки у кусачек. И важно, что каждый мастер будет выбирать тот инструмент, который удобен именно ему. Если мне удобно работать кусачками с короткой длиной полотна, то это не значит, что и вам будет удобно ими работать. Что рекомендую сделать? Прийти в магазин и попросить у консультанта показать вам инструмент. Проверить на смыкаемость полотна, нет ли просветов, на остроту. Конечно, никто попробовать срезать кутикулу вам не даст, это как минимум не гигиенично, но вы поймете, как лежит инструмент в вашей руке, насколько удобно, и уже исходя из этого понять, приобретать его или нет. Кстати, для мастеров левшей есть специальные инструменты и фрезы. Многие этого не знают, покупают стандартные инструменты для правшей и никак не могут понять, как же сделать срез, чтобы не было заусенец. Вторая ошибка – работа тупым или наоборот очень острым инструментом. Если он недостаточно острый, будет не срезать кутикулу, а отрывать небольшие кусочки, образуя заусенцы. Для того, чтобы проверить остроту лезвия, возьмите и разрежьте целлофановый пакет или безворсовую салфетку. Если срез происходит без проблем, не тянется, значит инструмент острый. В противоположном случае его необходимо сдать профессионалу на заточку. В практике наблюдала множество раз, когда мастера работают тупым инструментом, отрывают кусочки кутикулы, то ли не понимая, что инструмент тупой, то ли жалея денег на заточку. Но это наша с вами репутация, и не стоит на ней экономить. И наоборот, слишком острый инструмент будет повреждать поверхность ногтя, ранить кутикулу. Сообщите заточнику уровень необходимой остроты. Третья ошибка – неверный захват инструмента. Поверьте, после работы инструментом, при котором он лежал некомфортно в вашей руке, у вас заболит запястье, плечевой сустав, шея и даже голова. Берем кусачки, зажимаем у себя в кулаке и вот таким вот образом пытаемся что-то срезать. Рука очень сильно напряжена, не контролируем рабочую область, при этом у нас сгибается сустав и впоследствии он будет очень сильно болеть. Всегда мы кладем кусачки лезвием вверх, накрываем своей рукой, переворачиваем. Указательный пальчик у нас под заклепкой, большой сверху на ней. Рукоятка упирается в ладонь. Ровная рука, чтобы ничего не болело. Ножницы с колечками также неудобно держать вот таким образом, большим пальцем как-то раскрывать, или вот некоторые вот так вот кутикулу срезают двумя пальчиками. Необходимо безымянный поставить нижнее колечко, большой палец верхнее колечко, средний палец вот сюда, для того, чтобы контролировать, и указательные на заклепку. В таком положении будет удобно производить срез. Помимо этого, длина от колечек до лезвия может варьироваться в зависимости от длины ваших пальцев. Для меня такая длина комфортна.
Если говорить о ножницах-твизерах без колечек, то снова не захватываем их всей рукой. Необходимо правильно держать 4 пальчика снизу и большой сверху, вот здесь, на решеточке. Таким образом рука не изгибается. И ошибка. Вот такое положение. Сильно изгибается сустав. Пушер мы держим как пишущую ручку. Работаем остренькой стороной. Обязательно делая опору мизинцем, для того, чтобы пушер не соскребал верхние слои ногтевой пластины. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Мы выбрали с вами инструмент, придали форму ногтям, забафили поверхность и приступаем к этапу маникюра. Для этого необходимо опустить руки в ванночку для небольшого увлажнения кожи. Необходимо наполнить ванночку водой, но не делать это до самых краев, потому что когда клиент опустит руку в нее, вода может вылиться. Если у вас случалась такая история, поставьте пальчик вверх. Но у нас в школе случается интересная история, когда ученик наливает воду не сюда, а с другой стороны ванночки. Конечно, модели относятся к этому снисходительно, понимая, что ученики только учатся и со всеми бывает. Четвертая ошибка – это использование очень горячей воды. Оптимальная температура 42 градуса по Цельсию. Не стоит передерживать руки в ванночке, потому что кожа распаривается, и вы не увидите границы среза между задним валиком и кутикулой. Ее необходимо слегка увлажнить, чтобы кожа стала более эластичной и срез получался ровным. Приблизительное время 2 минуты. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. А теперь об ошибках в технике. Нельзя сильно скрести пушером по ногтевой пластине, потому что приподнимаются ее чешуйки. И мастера часто в недоумении, что же это такое жесткое под кутикулой, а это слои ногтя. Шестая ошибка – неверное положение полотен инструмента. Дело в том, что кусачками кутикула срезается в 2 прохода. Первым проходом мы убираем видимую часть кутикулы. Подворачиваю палец клиента навстречу срезу. Вторым проходом убираем ее внутреннюю часть. Если оставить, то покрытие затечет. Во время среза теперь располагаем кусачки по другим углом. Нижнее лезвие не лежа по ногтевой пластине, а перпендикулярно относительно ногтевой пластины срезаю внутреннюю часть кутикулы, при этом немного оттягивая задний валик. Обязательно перед срезом важно убедиться в чистоте кармана. Если хоть какой-то кусочек кожи будет прилипшим к ногтю, то чистый срез не получится. Что касается ножниц, мы должны нижнее лезвие поставить под кутикулу, а верхнее закрывать, срезая небольшими фрагментами по 1-2 мм. Работают кончики ножниц. Лезвие должно располагаться перпендикулярно ногтевой пластине. Если заваливать ножнички на клиента, то будут порезы. И наоборот, если заваливать на ногтевую пластину, кутикула будет не полностью срезаться. Седьмая ошибка – срез отрывистыми движениями. То есть захватывают небольшую часть кутикулы и резко дергают на себя. Мы должны идти в едином срезе, одной линии, чтобы не было заусенец. Кусачками делаем срез и возвращаемся на шаг назад. Снова срез и снова возвращаемся назад, словно выглаживая его. Восьмая ошибка – это ранение.
особенно пяткой кусачек. Если вы видите, что оставляете ранки, это говорит о неправильном угле постановки кусачек. Работайте только кончиками инструмента. Приподнимайте пятку, чтобы она не касалась кожи. Если все равно оставляете ранки, то смените кусачки. Возможно, вам не подходит такая длина полотна или конфигурация. Есть беспяточные кусачки, которыми практически нереально поранить. 9-я ошибка – срезать больше, чем нужно. И этим, как правило, грешат те, кто выполняет маникюр в домашних условиях, срезая боковые валики до красноты. Происходит обратный эффект. Кожа регенерируется, быстрее восстанавливается, нарастает, и валики выглядят сухими. Помимо этого нельзя сильно срезать кожу в точках вроста, а также ноготь в этом месте, для того, чтобы не спровоцировать анихолизис, отслоение ногтя от ногтевого ложа. Не срезайте гипонихи, это кожа под ногтями, она пронизана капиллярами, это будет болезненно. Чтобы убрать сухую кожу с боковых валиков, используйте пилку 240 грит или баф. Обычно я увлажняю кожу водичкой. По рисунку кожи на себя совершаю сглаживающее движение. Посмотрите, кожа у нас скатывается и становится гладкой. Таким же образом можно пройтись над кутикулой мягкой стороной бафа, но нужно делать это крайне нежно, как по воздуху, чтобы не создать новых заусенец. Закончили с маникюром, отличный результат. Как видите, не обязательно делать аппаратный маникюр, чтобы он был чистым, из классика получается красивый результат. Но это еще не все. Нас ждет 10-я ошибка, и это опил после размачивания. Кто из вас самый внимательный и обратил внимание, что форму я придавала до погружения ногтей в ванночку? Ногти напитываются влагой, расширяются. Если опиливать их после погружения в ванночку, будут расслоения по торцу. Поэтому в случае с классическим маникюром мы делаем форму до погружения в ванночку. В остальных случаях, где у нас нет размачивания, делаем форму после маникюра. Теперь вы знаете все ошибки классического маникюра. Пишите в комментариях, какие из них допускали вы. Желаю всем чистых маникюров. Счастливо! Пока-пока!